Доброго времени суток всем обитателям кубического ЧЗО. На связи комьюнити-менеджер Эксбо Татоя Тата. Час пробил, господа. Закончился первый акт в нашей любимой игре. Мы стойко пережили его вызовы, сражались на Барале во время черного рейда, замерзали в лютых буранах и даже успели увидеть изнанку зоны. Несмотря на лишения и трудности, мы будем помнить те события и думать о них с легким чувством ностальгии, ведь сквозь года вспоминается все только самое хорошее. Сегодня начинается новый этап в жизни ЧЗО, второй акт. Что нас ждет, знают лишь хозяины зоны. Сегодня мы наконец приоткроем завесу тайны о событиях, подстерегающих нас. В зоне нынче неспокойно. На юге у самого периметра военные начали проявлять подозрительную активность. Советуем держать ухо востро и не прозевать важную информацию. Шепот чувствует твои сомнения и знает, как их развеять. То, что тебе внушали, ложь. Мы истина, мы единство, мы шепот. Что это за странное сообщение? Ну теперь-то все стало на свои места. Только что передали название нового сезона – «Шепот над зоной». Это немного объясняет помехи в эфире. Вместе с названием передали и список наград нового сезонного пропуска. Давайте-ка глянем на них. Открывает список ключевых наград соточка талонов второго акта. На 50 уровне расположился культовый самозарядный пистолет TEC DC-9 с мотивом скалопендра. На 65-м брелок спутник и краска древность. За 75 уровень мы получим бронекостюм Армай с обликом диапазон. Напомню, что если у вас уже есть Армай или он вам просто не нужен, так как вы уже крутой мастер зоны, вы можете продать его скупщику за новую сезонную валюту, которая, кстати говоря, называется вексель. На 100-м уровне мы забираем уже 200 талонов второго акта. На 120-м нас ждет крутейший набор декора для убежища. На 150-м Стейра УК-3 с мотивом Крик. 180-й уровень охраняет витрувианский упырь в виде брелочка. На 200-м уровне мы получим купоны, которые можно обменять на новый особый кейс с новыми пушками и броней. Расскажу о нем детально чуть позже. Следующая ключевая награда — скин единства. За половину отфармленного батлпасса нам накинут еще талонов второго акта, а также Mystery Box с дополнительными талонами. На 270-м еще один набор декора в убежку. Напишите в комментах, кого посадите в эту клетку. Самым смешным ответом поставлю лайк. 285 уровень — схрон Хранитель Тишины. Схронов, кстати говоря, мы еще коснемся, у них там довольно важные изменения. За 300-й контейнер с красочками мантра, довольно минималистичные и в стиле шепота. Мне нравится. 325 уровень порадует нас киберпанковским глазом, который страшно двигается. 350 купоны на особый кейс. На 400 накинули финальную пачку талонов этого сезона, ну и по классике Mystery Box. 450 уровень брелок Колония. Ну и финалочка этого сезонного пропуска, самая сладенькая, пока для него, конечно, облик не завезут. 500 уровень. Новый автомат на калибре 5.56 Берета ARX 160, отличительной особенностью которой можно считать встроенный мастерский гранатомет, который, конечно, можно заменить на привычную рукоятку, но я настоятельно рекомендую вам перед этим подумать, а стоит ли. Кстати говоря, новую Берету можно пощупать в убежище, зайдя на стрельбище. Там будет лежать демонстрационная версия пушки, которую, естественно, из убежища вынести нельзя. Собственно говоря, насыпали наград, мое почтение. Особенно если смотреть по списку всех наград, в этот раз у нас гораздо больше тех же продвинутых запчастей, сезонной валюты, эссенций сброса и всяких других полезных для развития нашего персонажа штук, нежели в предыдущих сезонных пропусках. Также из приятностей в этом сезонном пропуске после 500 уровня вас ждут повторяющиеся награды, да, как и в прошлых, но в этом игроки будут получать больше сезонной валюты и нестабильных аномальных батарей, а также каждые 50 уровней по купону на новый особый кейс. Вместе с сезонным пропуском разработчики полностью обновили кейсы с передаваемым снаряжением и объединили их в единый ультимативный особый кейс. Вам предстоит выбрать одну из 3 карточек, за каждой из которой скрывается награда. После вашего выбора станет известно, какие призы скрывались за невыбранными карточками, которые затем исчезнут. Полученную награду можно сразу же присвоить себе, выгодно перепродать другим игрокам или, если же она вам не по душе, отказаться от нее и вернуть часть потраченной валюты. Новый особый кейс содержит разные предметы, разделенные по группам редкости,
редкости. Каждый раз, когда вы открываете кейс, вы гарантированно получаете предмет стандартной редкости. Помимо этого, у вас есть шанс получить до 4 бонусных предметов нестандартной редкости. В идеале это может быть до 5 предметов, 1 стандартный и 4 бонусных. Не расстраивайтесь, если сразу не удается получить бонусные предметы. Шансы на их выпадение увеличиваются с каждым новым открытием кейса до тех пор, пока они не выпадут. После выпадения бонусного предмета шансы на его группу возвращаются к начальным значениям, как при первом открытии. Вижу в ваших глазах готовность исполнить спидран Battle Pass'а на кузне, чтобы вынести как можно больше очков БП. Но погодите-ка. Давайте немного пройдемся по зоне и посмотрим, как обстоят дела. Во-первых, с этим обновлением у нас появилось гораздо больше событий на северной территории кубической зоны. Отряды Зевкаса нападают на наших союзников. Зона наполнилась их саперами, снайперами и всяческими ударными отрядами. Повсюду брошенные кем-то аномальные установки. Стаи чумных собак нападают на проходящих мимо сталкеров. Не знаю, что происходит, но мне кажется, началось. Даже зона будто чует что-то неладное. Редкие твари повылазили из своих пещер. Раньше бестию днем с огнем не сыщешь, а сейчас вон то бурелом, то упырь-переросток из кустов может выскочить. Надеюсь, та тварь из изнанки хотя бы не выбралась. Вражеские отряды также оживились. Ситуация настолько серьезная, что для боя открываются офицерские ставки противников. Вражеские отряды встречаются все чаще. Ну а зорьки в своем репертуаре отправляют яйцеголовых исследования проводить. Сейчас я быстренько объясню этим мензуркам, что нечего тут изучать. Как раз очков БП подфармлю. Итак, интересно, сколько запечаток я получу с этого спота. Чего? 0? Не, ну активность не то чтобы очень сложная, но что прям 0? Странно. Ладно, ударная группа Зари. Звучит опасно. Попробуй-ка я разобраться с ними. Ого, как забегали. Дымы еще раскидывают. Вот дают. Но тут-то явно должно дать побольше очков. Тоже 0. Видимо, баг какой-то. Или не добавили запечатанные очки в новые споты. Эксбо, как всегда. Ладно, придется месить уже знакомые стоянки Зари, пока они пофиксят. Не, ну это ненормально. ВСС страйкбольный. Но больно все равно будет. О, привет, Сань! Нога! Где запечатанные очки, Животовский? А это тебя ебать не должно. Большие города. Зив, я серьезно, как мне качать Battle Pass? А ничего тут факт, что они теперь через ежедневки качаются? Через ежедневки? В смысле? Ты Волыну-то опусти, ты документацию по фарму БП-то читал? Документус? Для таких, как ты, распечатал, ознакомливайся. Ну теперь-то все понятно. Я очень рад, а они-то до сих пор ничего не понимают. Иди им и объясни там, что да как. Будет сделано, босс! Короче, тема такая. Запечатанные очки — все. Они не падают со спотов, их не надо выносить на базу, короче, нет их. Battle Pass теперь качается по-другому, и, как верно заметил Евгений, прокачка осуществляется через выполнение ежедневных заданий. А зачем менять то, что хорошо работает? Ну, начнем с того, что не работало оно ни хрена. Прокачка БП была монотонной рутиной, в которой, чтобы быть эффективным, нужно было фармить споты на кузне 24/7. Более того, фарм запечатанных очков в какой-то момент стал восприниматься как основная цель игры, а не приятная фоновая задача. Большинство обычных игроков получали около 5,5 уровней БП в один игровой день, в то время как кибератлеты с неограниченным временем игры могли достигнуть 20 и более уровней за день. Да, было. В такой картине мира первая и самая многочисленная группа игроков вовсе не могла достичь заветной цели сезонного пропуска, в то время как кибератлеты днями напролет были вынуждены заниматься однообразной монотонной работой. Такая ситуация не нравилась ни игрокам, ни разработчикам, поэтому было принято решение переработать
переработать систему фарма сезонного пропуска в целом, сфокусировавшись на ежедневных заданиях, которые, понятное дело, тоже пришлось сильно переработать. В рамках изменений разработчики стремились дать рядовым игрокам больше шансов на достижение целей сезонного пропуска, а киберспортсменов разгрузить от гринда и оставить им время для тех активностей и режимов, которые им действительно нравятся. Теперь большинство игроков должно будет получать около 8 уровней в день, а особо киберспортивные ребята, конечно, могут заработать больше. Вот чего мы действительно лишились, так это еженедельных заданий. На данный момент они удалены из игры. Но если рассматривать этот вопрос сугубо с практичной точки зрения, волноваться и переживать не о чем. Потенциальный фарм с еженеделек полностью посчитан и учтен при создании новой системы. Так что игроки при условии выполнения ежедневных заданий мало того, что ничего не теряют, а скорее наоборот, получают большее количество очков за одинаковый промежуток времени. Собственно, что там с ежедневками? Сейчас они стали гораздо интереснее и разнообразнее, в основном благодаря новым событиям. При переработке были учтены ошибки прошлой системы. Например, раньше, когда игрокам выпадали задания на убийство шавок, бурелома или бестии, игроки предпочитали забивать на выполнение задания. Оно и понятно, бурелома только на черном объезде и отражении можно было встретить, за шавками куда-то на юг бежать надо, а бестию лично я после дня X только один раз видел. Сейчас же найти мобов или необходимые споты для выполнения заданий не составляет особого труда. Все события на локации, которые требуются для выполнения ежедневных заданий, будут подсвечиваться при открытии карты. На севере в целом стало гораздо больше разных новых активностей, которые также используются в ежедневных заданиях. Ежедневные задачи теперь разделяются на категории, такие как бой, наука, исследования, сессионные бои, битвы подразделений и премиум. При заходе во вкладку с ежедневными заданиями вам нужно будет выбрать 3 категории заданий, которые вы хотите фармить сегодня. Собираетесь поиграть в сессионки? Выбирайте категорию сессионные бои и прокачивайте БП, выполняя задания на сессионках. Планируете побегать по опену? Возьмите категорию бой или исследования, задания из которых позволяют лутать очки БП практически параллельно вашей обычной игре в открытом мире, не отвлекаясь на выносы клятых запечатанных очков. А может у вас день КВ и стоит выбрать категорию битвы подразделений? Решение остается за вами. Ну а если вы не хотите выбирать категории каждый день и вы точно по своему плейстайлу знаете, что вам, например, надо только бой, сессионки и битвы подразделений, можете поставить соответствующую галочку и игра запомнит ваш выбор. В каждой категории, за исключением премиальной, есть 4 задания. В премиальной 3. Всего 15 заданий. При желании одну и ту же ежедневку можно выполнять сколько угодно раз, с единственной оговоркой. Рассмотрим на наглядном примере. У каждой ежедневки есть так называемый заряд. Выполняя любое задание первый раз в день, оно будет давать максимальное количество очков БП. Например, я хочу выполнить задание из премиальной категории на убийство кабанов. Сейчас у этой задачи максимальный заряд, и мне нужно убить 15 боровов. За это я получу сразу 250 очков. Выполнив это задание, оно меняется уже на убийство 30 кабанов, за которое я получу 100 очков. А заряд теперь показывает значение половина. Соответственно, задание стало сложнее, и опыта оно дает меньше. На половине заряда мы можем выполнить задание еще несколько раз, после чего оно сменит статус на нет заряда. Но даже при этом я могу хоть весь день фармить кабанов, если это мой путь ниндзя и мне по кайфу, получая при этом 50 опыта за каждые 60 кабанов. С этого момента количество необходимых для выполнения заданий кабанов не растет, как и не уменьшается количество очков. Не забываем и про бонус исследователя, который начисляет дополнительные очки за выполнение заданий. Прокликивать каждый раз и забирать награду при этом не обязательно, задача сама автоматически обновляется и начисляет очки БП. Частенько выходит так, что задания очень удобно стакаются друг с другом. Выполняя одно, ты невольно качаешь и второе. Чтобы было больше шансов на выпадение таких удачных комбинаций и просто поиска интересующей нас задачи, нам добавили целую кучу рероллов для заданий. Заполнив шкалу прогресса категории, вы получаете награду. Заполнить ее можно как выполняя разные задания, так и выполняя одно и то же по кругу, которое нравится. За выполнение 3, 9 и 15 категории за неделю игроки будут получать небольшую дополнительную награду. Для людей, заинтересованных в ускоренной прокачке сезонного пропуска, в игре появляется так называемая механика перегрузки. Активируют ее вот такие батареечки. Они позволяют удвоить первую награду ежедневного задания. После выполнения задания в первый
первый раз, награда автоматически увеличивается, тратится 1 единица перегрузки, а вы вместо 250 очков получаете 500. Перегрузку можно получить из промокодов, которые появляются на наших ресурсах, ссылочки на них вы найдете в описании. Какое-то количество находится в самом сезонном пропуске, получить в качестве награды за ежедневный вход, купить на аукционе, а также приобрести во внутриигровом магазине. Таким образом, разработчики дают вам выбирать, как вы будете фармить БП, стараясь не указывать вам, как нужно играть, насколько это вообще возможно, делая фарм БП параллельной задачей, которая выполняется сама собой по ходу игры, а не основным геймплеем, как это было раньше. Разработчики ожидают, что с новой системой большинство игроков будут фармить больше уровней и получать больше наград, и при этом будут заниматься теми активностями, которые им нравятся. Вот так вот, постарался объяснить по поводу нового фарма БП все, что только мог. В любом случае, самым верным решением будет зайти в игру и посмотреть на новую систему самому, выработать конструктивное мнение и высказать его на официальных ресурсах Эксбо. Разработчики будут держать руку на пульсе и смотреть на реакцию игроков. Нам очень важен ваш конструктивный фидбэк, он позволяет делать StarCraft лучше. Что же еще добавилось в игру с приходом нового сезона? Новый сезонный ящик Дар Шепота, в них падают части на Зивку, Макмиллан, МГ3 и внезапно QBZ-191 Буревестник. И помимо всего прочего, новый коллиматорный прицел Вальтер. С вот такой прицельной сеткой и кратностью 1.3. На самом деле такая кратность связана с тем, что всем коллиматорным прицелам, у которого не было увеличения, было добавлено увеличение в 1,25, что должно положительно сказаться на популярности таких прицелов. Также были скорректированы визуалы всех прицелов, уменьшено количество места, которое они занимали на экране, обновлены прицельные сетки для повышения их качества, убрана выраженная пиксельность на прицельных сетках и добавили размытие при прицеливании там, где его не было, но должно было быть. В рамках специального предложения был добавлен стартовый набор сезона с очками БП, премиумом на 7 дней и вот такими стилевыми шепотовскими красочками. Прям плюс вайбовые такие красочки, на мой личный вкус они достойны быть где-нибудь на 400 уровне БП, а тут со стартовым набором раздают. Ну, что сказать, Эксбо щедрая душа. Помимо стартового набора завезли новые облики на Гектор, ПКП Печенек, РШ-12 и тактическую катану. Они доступны к продаже как персональные, так и передаваемые. Можете купить их для друзей или перепродажи на аукционе. Ладно, знаете, я понял, мне просто дико вкатывает стилистика Шепота, я их фанат. Что ни облик, что ни краска, а все имба какая-то. А вот сейчас, ребята, если стоите, присядьте. Если сидите, приляжьте, если лежите, нормально, короче, так и лежите. Все ведь знали, что во втором акте можно будет покупать части на легендарную Зивку и Хитин. Ну и штурму с Гауссом дособирать, само собой. Пророчество сбылось, и действительно вы можете купить эти части. Но разработчики тоже непростые ребята. Если в прошлом акте нас стращали на трату талонов Arctic Сейвом и ножичком Зевкаса, то как вам такие предложения по 1500 талонов? Я понимаю, глазки разбегаются, но начнем мы с ножа бабочки. Легкий и элегантный нож-бабочка, снятый с погибшего бойца Шепота. Сталь клинка имеет вкрапление артефактных материалов, в результате чего его заточка всегда на уровне бритвы. Контейнер Авертон, по сути аналог берлоги, только с дебафом к скорости передвижения и бафом в виде 25% эффективности лечения. Ребят в легендарных Зивках с Авертоном представили. Следующие кандидаты на расхищение вашего кошелька с талонами: коллиматорный прицел Перспектива с кратностью 1.8 и прицел Композит с кратностью 2.8. Так, обращаюсь к уважаемым разработчикам. Прикольно вы это, конечно, придумали. А где мне столько талонов-то взять? Мне буквально все это надо. Так, что у нас еще там? Детали для ремонта окончательно выведены из игры, о чем я, собственно, предупреждал в предыдущем патчноуте. После изучения данных и отзывов игроков, разработчики приняли решение снизить стоимость ремонта за валюту на 20%. И будут корректировать ее дальше, если потребуется. Главное в этом всем то, что появился еще один, пусть и небольшой, но вывод валюты из игры, что благоприятно скажется на экономической ситуации в игре для всех. Изменение работы схронов. В схроны теперь можно помещать только ресурсы для бартера снаряжения, исключая их крупные передаваемые варианты. Это изменение сделано для того, чтобы повысить уровень сложности игры и придать большую значимость жизни во время вылазок.
Балансные правки сегодня затронули только ветку сессионного пульса. Им уменьшили урон и совсем чуть-чуть увеличили отдачу. Зато накинули скорострельности, сократили задержку очереди, уменьшили множитель отдачи первого выстрела и уменьшили разброс. Правки подразделений. Увеличено получение казны и очков влияния за доставку спецдоставок подразделений. Регистрация и проведение потасовок было убрано с четверга, пятницы и субботы. Увеличено количество казны и очков влияния, получаемых за победу в этапах потасовок. Сетки турниров также претерпели изменения. Максимальное количество участников сетки снижено с 16 до 8. Максимальное количество этапов сокращено с 4 до 3. Награды турниров. Награда в гильзах за первый этап турниров была перенесена в пул наград финального этапа. Общая сумма получаемых гильз за всю сетку турнира не изменилась. Увеличено количество казны и очков влияния, получаемых за победу в этапах турниров. В награды были добавлены квантовые батареи, как личная награда бойца за этап. Захваты баз. Увеличено количество казны, получаемых за победу в этапах турниров. В награды были добавлены квантовые батареи, опять же как личная награда от бойца за этап. Набор карт захватов баз теперь выглядит вот так. Награды за рейтинговый сезон подразделений. В персональную награду для членов подразделения, помимо ящиков фракций, были добавлены наборы с расходниками. Вот список с количеством наборов с расходниками относительно занятых призовых мест. Среди прочих изменений увеличение прочности мобильного лагеря с 35 тысяч единиц до 40 тысяч единиц. Музыка. Добавлены гитарные мелодии для летнего сезона. Добавлены новые песни в радио Grind FM. Добавлены новые треки группы Сумерки специально для StarCraft X, эксклюзивные акустические лайвы. Прочие изменения и правки. Добавлена возможность снятия красок со снаряжения. Так, подождите, это что, гардероб на минималках? Если на краске был покупатель или редкость до перестройки, при снятии краски они пропадут. Компенсация всех красок, потерянных ранее в результате перекраски снаряжения, будет произведена в ближайшее время. Увеличена дистанция атаки всего ближнего оружия на 0,3-0,5 метра. Теперь дистанция слабой, сильной и быстрой атаки совпадают. Огнеметы и хладометы снова можно использовать в сессионных боях. Это неудивительно при учете, что их визуал и поджигание через стену пофиксили. Без этих проблем можно будет хотя бы нормально стреляться против них. Обновлены модели холодного оружия мачете МЧС и монтировки. Обновлены модели, анимации и звуки взаимодействия АН-94 Абакан и его других вариантов. Обновлены звуки взаимодействия облика теневой вектор на Крис Векторе. Обновлены звуки выстрелов МК-47 Мутант. На втором этаже базы Завета у окна больше нельзя получить урон от выброса. Для свечи, бурята и Эльбруса был убран модификатор скорости минус 1%. Стыдно признавать, конечно, но я даже не знал, что он был. NPC, убитые на локации Лабиринт, теперь засчитываются в контракт противники люди на севере. Ежедневное задание севера с доски объявлений аномальные разломы теперь засчитывается и на Тихой Заводе. Все талоны первого акта были конвертированы в обменные монеты. А в память о прошедших сезонах разработчики отправили по почте все шкатулки, которые вы получали при открытии мистери боксов с талонами. Теперь они стали декором для убежища. Ну вот и весь патч, господа. Всегда бы такие патчи. Обычно в конце видоса я под впечатлениями говорю, что пойду заниматься в Сталкрафте тем-то, пойду выфармлю то-то. Но сейчас я не могу выделить что-то одно. Хочется и задания повыполнять, и побегать по опену, и заценить новые события. Посмотреть, как с измененными коллиматорами на сессии играется. Пульса жаль нет, так бы и пошел и его тестить. Короче, занятий вагон. Поэтому давайте увидимся на просторах кубического ЧЗО.